Всем привет! Сегодня мне клиентка заказала утепленные варежки на ручку коляски. Хочу вам показать, как я это делаю. Смотрите, я одела шубу, одеваю перчатку. Для чего? Для того, чтобы повторить все, как будет у нас в жизни. Взяла кусок бумаги и муляжным макетным образом вот скрепила такую конструкцию. Померила сантиметром объем моего рукава в шубе, чтобы рука вот так легко входила. И я внутри берусь вот за поручень моей ручки коляски. И она легко вставляется, и здесь будет крепиться на липучках. Хочу показать. Дальше. Вот сделала лекала свои будущие перчаточки. Для нее я буду использовать вот такой бэушный кусочек меха и плащевку со слимтексом. Сейчас я возьму лекало меха, вытяну из лекала плащевки, то есть я точечно проколю и сделаю 2 лекала. Хочу показать, как я размножаю лекало. Смотрите, вот я положила основное лекало на дополнительную ткань, укрепила ее булавками. Теперь я беру и по внутренней конфигурации делаю вот такие проколы иглой. Смотрите, вот видите, потом по этим проколам я проведу линию, и у меня получится вот такое лекало. Точка. Смотрите, обрисовала деталь, которая у меня будет из меха вырезана. На мехе я припусков не даю, потому что мех всегда стыкуется, вот видите, вот такими швами в стык на специальной скорняжной машине. Сейчас вырежу детали подкладки. Вот наложила лекало, дам сантиметровые припуски. И сейчас буду вам показывать детали синтепона. Сейчас я настрочу детали плащевки на деталь синтепона по контуру на 0,1. Смотрите, настрочила деталь плащевки на синтепон. Сейчас выровняю и подрежу вот эти неровности. Где-то у меня получилось на 0,1, где-то чуть больше, но это из-за того, что мне чуть-чуть не хватало синтепона. Но это ничего страшного, потому что шов обтачивания детали у меня здесь 0,5, поэтому при настрачивании допускается погрешность. Сейчас настрочу свой мех на внутреннюю деталь своей рукавички. Она у меня без синтепона. Вот, настрочу по вот этому контуру своего меха, отодвигая вот так. Настрочила свою меховую деталь на плащевку. Вот. Настрочила так, чтобы мех в швы не входил и даже отступал от среза нашей плащевки сантиметра на 2, а то и 2,5. Это чтобы швы наши не были грубыми. Дальше мы эти две детали, вот эти две детали должны стачать по верхнему шву. Вот так мы их складываем и стачиваем. Смотрите, сантиметровые детали моей рукавички наметила место расположения липучек. Здесь будут мои застежечки. Пришиваю сейчас колючки в этих двух положениях. Вырезала детальки моих. Я обтачивать не буду. Я просто детальки, сантиметровые швы туда загнула вниз. Сейчас наложу липучку и настрочу ее по периметру, а потом иксиком. Обработала свои ремешочки. Вот. Смотрите, вырезала полоску вот такую. Она у меня 5,5 сантиметров была в ширину в раскрое и 28 сантиметров в длину. Я ее вот так вот
скруглила для того, чтобы притачать вот от этого места до вот этого места. Внутрь я вставила резинку, которая в 2 раза меньше длины этой полосы. То есть она у меня 14 сантиметров. Так, сейчас я настрочу вот сюда вот этот ремешочек. Вот сюда настрочу вот этот ремешочек. И пристрочу с этой стороны вот эту полосу. Притачала свои ремешочки. Вот. Притачала полоску. Теперь мне нужно взять и по вот этой кривой линии я соединю эти две детали и их обтачаю. И вот эти края у меня останутся открытыми. Через них я потом эту деталь выверну. Хочу показать. Вот деталь я обтачала по контуру. Теперь на вот этих кривых местах вот тут подставлю насечки, чтобы разрезать так, чтобы до строчки не находил 1 миллиметр. Вот так надсекла. И сейчас я деталь через вот эти края выверну. Смотрите, вот я вывернула свою детальку. Вот. Здесь у меня стянута резиночкой. Теперь я возьму, уравняю вот эти срезы и источаю сначала сторону, которая у меня с синтопоном. Вот. Я разъединю, источаю вот эту сторону, на которую у меня настрочен синтопон. Смотрите, вот я источала внутреннюю часть, та, которая у меня с синтопоном, она у меня чистая. А внутреннюю деталь я закрываю вручную потайными стежками. Смотрите, на 0,5 вот стежок сделаю здесь. И теперь вот так напротив делаю стежок здесь. Теперь я вот так его затягиваю, и у меня получается чистый шов. Вот так я делаю до конца этой линии. Вот я закрыла шов внутренний на свой. Теперь смотрите, я вырезала вот такой кусочек ткани размером 4 шириной, 5,5 длиной. Что я сделаю теперь? Я вот так положу колючку, а вот так положу вот этот пушистик. Вот так. Вот так приложу. Я сейчас вот так обогну и проложу вот тут строчку сантиметровую. Смотрите, вот я прострочила. Вот обогнула, прострочила. И вот я вот так беру и выворачиваю. И вот такой у меня получился ремешочек. Липучка с этой стороны, пушистик, а с этой стороны у меня крючочки. И что я должна сделать? Вот таким образом я этот ремешочек настрочила поверх вот этой детали. Пушистая сторона у меня пошла лицом к внутренней части, а колючки я положила колючками на лицевую часть моей рукавички и настрочила вот так по периметру. Вот я настрочила липучку, ремешок липучка. Видите, это для того, чтобы этим ремешком обогнуть нашу ручку коляски. Вот, мы огибаем, и она у нас держится. Теперь что мы сделаем? Вот этот ремешочек мы закроем на нашу липучку. Так, и вот это расстояние мы разделим пополам.
Вот тут поставим центр. От нашего центра в одну и в другую сторону мы отступим на 3,5 сантиметра. Вот так. Поставим наши контрольные точки. И теперь откроем и вот так вот застрочим такие небольшие выточки. Я вам покажу сейчас на этой детали, я это уже сделала. Вот такие небольшие 3 выточки. Вот у нас получилась вот такая вот рукавичка. Вот представьте, вот это наша ручка коляски. Вот мы берем, огибаем нашим ремешком, липучкой, вот так обогнули. Вот так поровнее застегиваем. Вот. И вот закрываем наши еще 2 липучки. Вот сюда. И вот сюда. Смотрите, как получилось. Вот наша ручка, она выходит. И вот здесь у нас ничего не задувает. И там внутри у нас вот еще мех лежит внутри на нашей ручке. Видите?